Привет всем любителям науки! С вами лаборатория «Друзья», и сегодня мы научим вас интересному чему? Мы сегодня сделаем огненный торнадо. В предыдущем ролике мы говорили, как создать огонь и как обезопасить себя от огня. Вот у нас есть даже здесь надпись. Мы говорили про пожарный треугольник. Сегодня мы поговорим о опаснейшем природном явлении, которое называется огненное торнадо, и как оно образуется, и что нужно сделать, чтобы собрать такое торнадо и увидеть дома. Да, торнадо это он, запомни. Он, торнадо. Торнадо сам по себе очень опасное явление, но огненный торнадо это еще более страшное явление. Какой формы? Пламя свечи. Нарисуй мне, давай, ты художник, ты рисуешь мне пламя свечи. Оно... Максим очень хороший художник. Оно... квадратное. Да ладно! Ладно. Это шутка от Максима. Ну все знают, что вот такое. На самом деле пламя свечи вот такой формы, потому что горячий воздух поднимается вверх всегда при нагревании. И он увлекает за собой пламя наверх. И поэтому оно такой красивой, вытянутой формы. Потому что воздух теплый, он стремится вверх. Но! Кстати, у меня тогда к тебе заковырка. Давай. Ты говоришь, пламя свечи такой формы, поднимается вверх. Почему оно не поднимается до космоса? Много, вот подожгли, не знаю, цистерну бензина. Но на самом деле здесь есть ограничения. Какие? Если, в общем, положить много топлива и зажечь его, то пламя все равно будет иметь ограничения по высоте. Почему? Потому что на огонь свечи, вот на это пламя свечи, действует атмосферное давление. И оно мешает этому пламени подняться выше. Поэтому наша задача сегодня сделать так, чтобы понизить давление в самом пламени. Как мы это будем делать? Я знаю. Давай. Такой есть принцип страшный, он звучит так, закон физики, называется принцип Бернулли. Чем выше скорость, тем меньше давление. И наша задача создать большую скорость пламени самого, движения воздуха в этом пламени, и тогда давление уменьшится. Давай. Что мы для этого изобрели и как это у нас будет работать? Мы, во-первых, для начала взяли основу для нашего замечательного торнадо. Посмотрите, это сделал Герасим своими руками. Да. Вот теперь вы можете повторить за нами. Вы создаете вот такую вот дощечку. Это две подставочки. Вот здесь у нас есть подшипник. Он взят из одного очень популярного устройства. Это устройство можете купить в любом магазине. Вот оно как выглядит. Это обычный спиннер. Для того, чтобы вот это ведро, видите, оно специально сеточку, чтобы воздух поступал. Да, спокойно проникал внутрь ведра. Но ведро мы установили на спиннер. И сейчас мы посмотрим, что будет здесь происходить. Устанавливаем ведро на спиннер. Видим, что ведро крутится. Что это нам дает? Дело в том, что внутри ведра, если мы его закручиваем, воздух внутри ведра начинает вращаться. Тем самым здесь образуются вихри, которые за счет своей скорости понизят давление внутри вот этого ведра. Снаружи воздух неподвижный, давление большое, а внутри ведра воздух будет двигаться, и давление внутри ведра будет немножечко меньше. Мы возьмем опасную жидкость, которая горит прекрасно. Называется она страшным словом спирт. И я намочил, смотри, эту бумажку для того, чтобы спирт хорошо впитался. И сейчас давай проверим. Еще раз подожжем, проверим. Опа, если выключить свет, выключай. Ну, мы видим, вот, что огонь, он не поднимается высоко. И как бы мы ни дули на него... Его ограничение примерно вот, сколько, 15 сантиметров от поверхности. Мы лишаем его кислорода на всякий случай. Сейчас, оп, смотрите, кислород заканчивается, пламя гореть прекращает. В общем, выяснили, что спирт отлично горит. Но если мы поместим его внутрь нашего ведра, которое мы сделали своими талантливейшими руками, то как раз мы сейчас попробуем. Помещаем внутрь ведра. Тарелочка немножко остыла с предыдущего
Мы поджигаем топливо. Огонь не поднимается высоко, но выключив свет и раскрутив эту конструкцию, мы заставим воздух внутри двигаться, и давление упадет, и возникнет красивейший огненный торнадо. Давай, а я буду. Ого. Какая красота! Если вращать с постоянной скоростью, то этот торнадо будет еще более. Смотрите, уникальная огненная торнадо. Она доказывает то, что мы с вами победили атмосферное давление. Да. Чем больше мы будем делать этот огненный торнадо, тем быстрее ты поймешь, что торнадо — это он. Да? Конечно, ты же профессор, должен быть умный и должен говорить, что Торнадо? огненный торнадо.